Живописная бухта, по берегам которой раскинулся Владивосток, одно из самых красивых мест в городе, откуда открываются захватывающие виды. В нашей заключительной части фильма о столице Приморского края мы расскажем об истории города, прогуляемся по его улочкам и даже окажемся в казино. Владивосток – это город, построенный на сопках, поэтому если вы устанете после долгой прогулки, да или просто не захотите стоять в автомобильных пробках, то можете воспользоваться историческим фуникулером. На самой высокой точке города сопки Орлиное гнездо установлен фуникулер. Это два вагончика с канатным приводом, движущиеся по рельсам. Обязательно прокатитесь на них, чтобы увидеть город с высоты птичьего полета. С самого начала своей истории это был такой мультикультурный, многонациональный город. Здесь было всегда очень шумно. На центральной улице Светланская можно было встретить людей в разных одеждах, людей разных национальностей. Здесь было много корейцев, китайцев, японцев. Достаточно пестрым было и торговое сообщество, предпринимательское. И вот в этом месте, чуть если подняться по лесенке, в бывшем Содомском переулке, теперь это переулок Почтовый, стоял дом, даже в общем не один дом, а такое целое поместье, которое принадлежало американским предпринимателям Смитам. Здесь у них был магазин, который был известен в городе как американский магазин, очень популярный. Кстати, горожане ходили сюда за покупками с большим удовольствием. И вот в 1894 году в семью Смитов приезжают родственники. Брат Сары, супруги Чарльза Смита, Фредерик, со своей женой Элеонорой. Это была молодая семья, фактически молодожены. И, в общем, путешествие их во Владивосток можно даже назвать таким свадебным путешествием. Здесь они планировали провести медовый месяц, погостить какое-то время и вернуться домой, в Соединенные Штаты. Но так случилось, что задержались здесь на долгих 36 лет. Во всяком случае, Элеонора провела здесь именно столько времени, влюбилась в этот город абсолютно отчаянно, со всей душой. И эта история очень интересна для нас, потому что Элеонора Прей стала таким удивительным баснописцем, человеком, который описывал город. Мы в шутку часто говорим о том, что это первый блогер Владивостока. Но если применять современную терминологию, то, наверное, так оно и есть. И это такая городская скульптура, которая повествует о женщине, увлеченной вот этим написанием писем. Элеонора спускается по лесенке, прижимает к груди письмо. И, конечно, это какая-то очень важная для нее информация, которую она хочет донести до своих родственников. Сейчас это наш главпочтамп, это здание, которое сохранило свое предназначение на протяжении более чем 100 лет. Оно было построено в конце 19 века и сейчас, в веке 21, все равно служит нам как почта. Музей истории Дальнего Востока имени Арсеньева – это старейший музей Дальнего Востока. Поэтому можно смело заявлять, что это одна из ключевых, может быть, даже ключевая такая культурная институция на территории вот этого большого макрорегиона под названием Дальний Восток. Он основан в конце 19 столетия здесь, во Владивостоке, в очень молодом городе, которому было едва ли 30 лет от роду. Население города было еще совсем немногочисленным, и появился музей исключительно по воле вот этого немногочисленного населения. На сегодняшний момент это главная площадка, которая может дать комплексное представление о том, что такое Дальний Восток, как с точки зрения его истории, так и с проекцией на его будущее. Задача как раз музея заповедника Владивостокская крепость – это проект, который оперирует команда Музея истории Дальнего Востока. Музей, создаваемый с нуля, собирающий внутри себя разбросанные по городу уникальнейшие памятники фортификации. Вот задача этого музея – комплексно исследовать эти памятники и предъявить миру как уникальное свидетельство такой инженерной мысли, политической мысли, военной мысли. Это то, чем Россия может по праву гордиться, как в целом всей своей дальневосточной истории.
А вы любите фотографировать? Я просто обожаю, особенно делать фотографии во время путешествий. Если вы также неравнодушны к фотографии, то мы предлагаем вам во время публикации ваших фотографий в социальных сетях поставить хэштег TimeForPhoto, это еще один наш фотопроект, и обязательно отметить наш аккаунт. Тогда мы сможем сделать репост вашей работы, и тогда вся Россия увидит ваше творение. Лауреат Нобелевской премии по литературе Александр Солженицын вернулся на родину после длительного вынужденного отсутствия в 1994 году как раз-таки именно через врата Владивостока. Приморский океанариум – это грандиозное сооружение в виде раковины моллюска площадью около 35 тысяч квадратных метров. Находится на острове Русский. В океанариуме представлены более 500 видов морских и пресноводных животных. Общий объем воды – около 25 тысяч тонн. Экспозиция океанариума включает в себя аквариумы, которые представляют все зоны реки Амур, в том числе верхнее, среднее и нижнее течение. Звезды Приморского океанариума – это байкальские нерпы. Тучка, бусинка и альф. Посмотрите, пожалуйста, какие они милые. Их очень любят дети, а они любят детей. Часто очень играют вместе. Здесь у нас представлены пингвины перуанские, пингвины Гумбольдта. Забавные животные, они в природе относятся к видам под угрозой исчезновения, но при этом в зоопарках, океанариумах они очень хорошо размножаются. Приморский океанариум настолько большой, что его площадь занимает целых 5 футбольных полей. Поэтому, когда придете сюда, обязательно запаситесь временем. И еще здесь представлены все климатические зоны, от полюсов до тропиков. Сейчас я вам покажу одну из самых ярких, красивых экспозиций, которая посвящена тропическому лесу. Но будьте готовы, будет жарко. Эта экспозиция продумана настолько, что даже звуки, которые вы здесь слышите, если вы слышите что-то из-за шума воды, они соответствуют времени суток. То есть в тропических лесах совершенно разные звуки в зависимости от времени. Ну и какой океанариум без подводного тоннеля? А в Приморском океанариуме он, к слову, 70-метровый, очень длинный. А это самый большой аквариум Приморского океанариума, не зря он называется «Океанская бездна». Кстати, здесь проводится уникальное шоу «Танцы со скатами». Подобного ему нет ни в одном океанариуме мира.
А сейчас мы приехали в гостинично-развлекательный комплекс «Тигре де Кристал», который стал первым резидентом и горной зоны Приморья на Дальнем Востоке. Tigre de Cristal is in operation since 2015. Currently, we operate 121 bedrooms at 7 different categories. We have 3 different restaurants, and also we have 5 different bars. Despite the pandemic, last year in 2020, we invested more than $6 million in order to improve our facilities and the services that provides to our clients. Tigre de Cristal and G1 Entertainment, they believe on the future of this area. That's why we are already in the design process to expand our facilities. В 2021 году отель «Тигре де Кристал» был номинирован на международную премию Global Tourism Awards и одержал победу в номинации «Лучший пятизвездочный отель Владивостока», а также стал победителем международной премии World Casino Awards в номинации «Лучшее казино с отелем России». ТРК «Приморское кольцо», или как мы его проще называем «Примринг», это сердце автотехнических видов спорта, наверное, даже по нашу сторону Урала. Здесь круглогодично действующие трассы по мотокроссу, трасса карт-центра, большая дрифт-арена, трасса 4х4, то есть по большому счету любой любитель и профессионал мототехнических видов спорта может найти здесь себе занятия по интересам. Дети начинают заниматься с 3 лет и, в принципе, до 14 лет. Разные возрастные группы, разные картинги, разные мощности. Дети участвуют в соревнованиях, мы их учим управлять автомобилем. Это все остается на всю жизнь, как езда на велосипеде. Сегодня наши выпускники заняли первые места во многих классах, поэтому наши навыки не просто навыки управления картом. Мы здесь выпускаем академиков, уже чистых спортсменов, для тех, у кого есть желание. Вот и подошло к концу еще одно наше путешествие по регионам России. Мы познакомились с Приморским краем и рассказали, куда можно сходить, что можно посмотреть и куда можно инвестировать. Подписывайтесь на социальные сети медиапроекта региона России фонда Росконгресс, чтобы узнать, куда в следующий раз мы отправимся вместе с вами. А я говорю вам до скорой встречи. Обязательно приезжайте во Владивосток, чтобы подышать морским воздухом, походить по берегу океана и, конечно же, насладиться этим прекрасным солнцем.